Здравствуйте, друзья! И канал Masters of Body продолжает для вас цикл выпусков, посвященный реабилитации и восстановлению. И сегодня, конечно же, мы пришли в гости к нашему товарищу, эксперту, заведующему кафедрой физической реабилитации и валеологии Днепровского медицинского университета Олегу Борисовичу. Добрый день всем. И тема сегодняшнего выпуска, как мы и ранее анонсировали, идем от верха к низу. Про плечевой пояс мы поговорили, и сегодня затронем самый большой, самый важный аспект человеческого здоровья – это позвоночник. И тут же первый вопрос, Олег Борисович, какие наиболее частые, наиболее распространенные проблемы, с которыми вы, как доктора, сталкиваетесь, проблемы в спине, проблемы с позвоночником? Добрый день всем еще раз. Действительно, проблемы позвоночника – это номер один, наверное, на сегодняшний день. И мало, можно, скажем так, долго искать и не найти такого человека, которого хоть раз бы в жизни не забеспокоила боль или дискомфорт в области спины. Наиболее часто, конечно же, люди обращаются с болью в поясничном отделе позвоночника. На втором месте по частоте шейный отдел. Если говорить о медицинских именно аспектах, то наиболее часто к врачам, на реабилитацию, к реабилитологам приводят такие проблемы, как радикулопатия и дегенеративные заболевания позвоночника. Господи, какое страшное название. Что сделать? У меня возникает вопрос. Название, конечно, для нас, честно скажу, как для тренеров, необычное, новое. Мы в тренерской деятельности чаще сталкиваемся с такими вопросами, как протрузии, грыжи. Объясни, пожалуйста, вот эти болезни, проблемы, которые ты назвал, и те, с которыми мы сталкиваемся, что хуже, что лучше, откуда они берутся, как возникает и в чем их разница существенная? Я бы хотел подчеркнуть, что пациент, который приходит к нам, и когда мы его обследуем и слушаем, и видим то, что происходит, мы всегда видим уже результирующую. Она состоит из трех компонентов. Первый компонент – это структурные изменения на уровне позвоночника. Второй компонент – это то, как организм к ним приспособился. И третий компонент – это то, как человек к этому относится, то есть, собственно, психологический аспект вот этой всей проблемы. Потому что некоторые, можно сказать, имеют проблемы, но могут очень спокойно к этому относиться, и есть и есть проблема. А у второго человека, если возникает минимальная проблема, он сразу же начинает беспокоиться, и это добавляет и в симптоматику, и в тяжесть проявления определенную часть. Если мы вернемся к терминам протрузии, грыжи и так далее, то это уровень структурных изменений. И очень часто, когда пациент уже чувствует какую-то боль, он, естественно, идет к специалистам, начинается процесс диагностики, в том числе и применение современных методов инструментальной диагностики, такие как МРТ, КТ и другие методы, рентгеновские методы. И устанавливается, собственно, наличие вот этих структурных изменений. Но хочу подчеркнуть, что такие структурные изменения могут быть у очень большого количества людей. Просто они об этом не знают, нет субъективной оценки, то есть нету боли, нету ограничения движений. А когда уже появляются эти симптомы, человек проводит диагностику и устанавливает эту проблему. То есть я хочу сказать о том, что протрузии, грыжи, структурные изменения очень часто не проявляются клинически, то есть субъективно человек этого никаким образом может не ощущать. И есть обратная сторона медали. Например, у пациента случилось обострение, он прошел весь курс диагностики, лечения, у него установили даже наличие грыжи, проходит какое-то время тренировок, и ощущение уходит. И многие думают, что грыжи, наверное, нет, но делая повторное МРТ, они видят, что грыжа на том же месте, как и была. И даже часто совершенно не изменилась. И многие задают вопрос, как так может быть? А вот тогда добавляются две другие составляющие. То есть составляющая функциональной подстройки вашего организма, и третья составляющая – это субъективная оценка происходящего. И из всего вышесказанного возникает следующий вопрос. Откуда эти проблемы, в принципе, начинают появляться? И какая симптоматика, когда человеку надо начинать волноваться? Когда же все-таки будет не поздно, на что обращать внимание, чтобы обратиться либо к своему тренеру за консультацией, либо непосредственно к доктору, чтобы начать своевременно предотвращать серьезные проблемы? Безусловно, самым главным аспектом, когда человек это замечает, естественно, появление болевого компонента. То есть это 90% всех пациентов приходят именно с жалобой на боль. Наиболее часто боль возникает при тех или иных физических нагрузках.
Наиболее часто причина, безусловно, это неправильно организованный тренировочный процесс, чрезмерно интенсивные нагрузки или же однократная нагрузка, которую пациент раньше не делал. Сейчас очень много есть тенденций, когда мы видим, что пациент приходит в тренировочное занятие, я у него спрашиваю, что вы выполняли в тренировочном занятии, расскажите мне, пожалуйста. Он говорит, а я не знаю. Я говорю, как не знаете, вы же тренируетесь, и, наверное, вы должны понимать, внедряться в этот процесс. А пациент говорит, а мы с тренером каждый раз выполняем новую нагрузку, поэтому я даже не запоминаю. Хочу сказать, что с точки зрения рискового момента, каждый раз новая нагрузка для организма это всегда такой стресс. И она может приводить к повреждению. Поэтому, безусловно, есть разные подходы к формированию тренировочного процесса, но стопроцентная новизна для организма достаточно тяжелый фактор. Особенно, наверное, для новичков, потому что мы практикуем наоборот. Мы хотим организму дать мышечный стресс, чтобы не было привыкания, чтобы тело развивалось. И большинство людей это благодарно воспринимает, именно мышечная структура. Наверное, все-таки для новичков, которые еще свой организм не исследовали достаточно. Это 100%. быть Есть шоком категории для людей, людей, которые 100%, ну скажем, для которых 100%, но новизна нагрузки не должна быть выше порядка 40-50%. То есть попросту каждая новая тренировка на 50%, оздоровительная тренировка, должна состоять из тех же упражнений. Более привычных и понятных. Если это новичок или же человек, который, скажем, тренировался когда-то достаточно интенсивно и прекратил занятия, прошло там не меньше полугода, он возвращается в тренинг, это тоже рисковый пациент, который может потенциально дать обострение. И здесь еще один аспект – это незнакомая нагрузка. То есть вот незнакомая нагрузка, часто обострение. Утомление. Допустим, чрезмерные нагрузки приводят к чрезмерному утомлению в процессе тренировочного процесса. Еще один аспект – это как раз психологический аспект. Или же, ну, скажем это так, очень сильная составляющая. общий момент. Например, пациент 2 дня назад выполнял какой-то объем нагрузки, выполнил его хорошо, мы довольны, он идет по плану. У него что-то вчера произошло. С вчера на сегодня ночью он там не спал, перенервничал, там в семье были какие-то вопросы, или у него он готовился к экзамену, он приходит сегодня на тренировочное занятие, и тренер видит, что он не выполняет тот маршрут, по которому, в общем-то, был запланирован. Это требует коррекции. Если это не прокорректировать, обострение, ухудшение, то есть пациент начинает включать вспомогательные системы, и это приводит к перенапряжению или вспомогательных систем, ну или основных систем. Итак, друзья, немножко подытожим. На самом деле все просто. Как только вы слышите дискомфорт в области спины, как минимум скажите об этом тренеру, скажите о своих психологических составляющих, чтобы тренер понимал суть вашей готовности к тренировке, которую он наметил. И ни в коем случае не ждите, не запускайте. Чувствуете боль, проконсультируйтесь с кем только можно. С тренером или со знакомым доктором, или с незнакомым доктором. Главное вовремя отреагировать и не запускать это в хронику. Правильно. И одним из таких, скажем, уже осложнений является распространение боли из первичной точки возникновения. Очень часто распространение боли возникает по конечности. И вот если вы чувствуете, что боль начинает идти по конечности, если, руку отдает, да? Например, в руку отдает, или же было в поясничном отделе, и после очередного тренировочного занятия боль уходит где-то по задней поверхности обычно ноги, доходит прямо до стопы. Это такой, знаете, очень-очень яркий критерий, который говорит, что прежде всего надо на какой-то момент прекратить это упражнение, как минимум, и обратиться к специалисту. Это критическая такая жалоба. Я вспомню твои рекомендации, то есть ранее, когда вы чувствуете обострение, то есть сразу даже можно не бежать, дайте отдохнуть телу, пусть воспаление немножко стухнет, само собой пройдет денек-два, и потом уже надо обращаться к доктору, чтобы он мог проводить какие-то обследования, манипуляции, возможно. Ну, здесь зависит, спиной, да? в этой ситуации зависит от уровня боли. То есть если боль возникает достаточно остро при занятии, ну, надо идти мгновенно. Да и человек сам, собственно, понимает, он не может двигаться, он не может выполнять естественные свои активности бытовые, поэтому он вынужден обратиться мгновенно к специалисту. Понятно. Ну и как раз мы уже дошли до такого неприятного момента, и человек все-таки пришел к специалисту, и проблема выявлена, переходим, естественно, к реабилитации. И самые простые, самые понятные этапы реабилитации, с которыми человек должен или не должен, а столкнется, которые ему важно пройти для того, чтобы быстренько восстановиться и войти в свою привычную колею жизни. На сегодняшний день есть 3 классических этапа реабилитации. Первый этап, он очень
тесно связан, вот сегодня уже упоминалось, с воспалительным процессом. Потому что когда возникает обострение, чаще всего это травма. Хроническая травма или острая травма, но это повреждение. Повреждение всегда приводит к воспалительной реакции. Поэтому первый этап, он называется этап острой реабилитации, и он подвязан к острому воспалительному процессу. Длительность такого этапа может идти до 4 недель. И составляющие этого этапа мы немножко позже сегодня разберем. Второй этап, он называется этап после острой или подострой реабилитации. И длительность такого этапа, она может варьировать, но в среднем приблизительно от 12 недель до 6 месяцев. Вот. И уже дальше идет этап хронической реабилитации, который уже, он очень-очень варьирует, но он идет после 6 месяцев. То есть приблизительно вот такая разбивка. Если я не ошибаюсь, когда мы говорили о плечевых суставах, то есть в принципе реабилитации, что для плеча, что для позвоночника, что для колен, они будут вот из этих этапов складываться более-менее одинаково. Вопрос только будет различия сложности травмы. От этого будет зависеть из каждого периода. Да, правильно я понял? Да, да. И, ну и, конечно же, реабилитационная программа будет разная. Ну и теперь, естественно, когда мы уже заговорили о реабилитации, большинство людей, которые с нами связывались, интересуют вопросы упражнения, которые человек может делать самостоятельно, будь то дома, будь то в тренажерном зале, которые помогут либо снять напряжение, либо уменьшить риски таких травм, либо же стать на начальный этап реабилитации. В общем, упражнения полезные для самостоятельной работы, которые помогут вам убрать, снизить, нивелировать эти проблемы со спиной. Смотрим. Безусловно, выбор программы реабилитации, он достаточно сложен. И, скажем так, без контроля специалиста осуществить его крайне сложно. Но могу дать рекомендации относительно таких практических подходов, когда каждый, скажем, сможет подобрать себе минимальный комплекс упражнений в домашних условиях. И первый принцип – это то, в каком положении усиливается или ослабляется боль. В целом мы делим пациентов, это касается острого периода, на две большие группы. Это пациенты, которым становится легче в положении сгибания туловища. Вторая группа пациентов – это группа пациентов, которым становится легче в положении разгибания. И вот эти два ключевых момента будут отправной точкой для построения реабилитационной программы в остром периоде. В соответствии с той позой, при которой становится легче, мы сегодня говорили, это сгибательная поза или разгибательная, соответственно, и упражнения для первого периода, они будут разными. Если же пациенту становится легче в положении разгибания, для этого используется очень такое хорошее, интересное упражнение, которое называется прием Маккензи. Пациент принимает положение лежа на животе, кисти рук устанавливаются приблизительно под проекцией плечевых суставов, поясничный отдел расслаблен, и мы просим пациента, разгибая руки в локтевых суставах, поднимать свое туловище. При этом обращаю внимание, таз не должен отрываться от поверхности пола. Давайте попробуем. Сначала мы делаем на небольшие амплитуды, легонько растягивая, опускаемся. То есть мы выполняем такую динамическую нагрузку. Еще раз поднимаем. Теперь можно увеличивать амплитуду. Поясничный отдел не отрывается. Опускаемся. Таз не отрывается от поверхности. Поясничный отдел расслаблен. И можно увеличивать амплитуду. Доводя до полного разгибания верхних конечностей, не отрываем таз, не отрываем. И опускаемся. Какие основные критерии эффективности этого упражнения? Если пациент ощущает боль, которая проходит по задней поверхности ноги, скажем так, это называется периферизация, периферическая боль. И во время этого упражнения он чувствует, что боль переходит в центральную часть, то есть ягодичную область, при этом уходит из стопы, из голени, тогда это упражнение является эффективным. Такое упражнение мы можем выполнять от 5 до 10 раз, повторяем одно и то же упражнение, 5, 6, 7 раз за день. Следующим упражнением является упражнение, которое тоже применяется для первого периода, но для пациентов, которым легче в положении сгибания.
Мы переводим пациента в положение на четвереньках. То есть типичное упражнение, вы знаете, наверное, упражнение кошечка. Когда мы просим пациента прогнуть спину вверх, прогибаем вверх, 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 выгнуть спину вверх, и таз вращаем немножко кпереди. Таким образом, мы, растягивая заднюю поверхность, снова же критерием эффективности является уменьшение боли. Просим пациента, вторая фаза упражнения, присесть на поверхность пяток и, разгибая руки в плечевых суставах, максимально растягивать туловище между руками и тазом. При этом таз не выходит за пределы, не отрывается от поверхности пяток. Следующим упражнением, которое также может применяться для пациентов, у которых боль уменьшается в положении сгибания, переводим пациента в положение лежа на спине. На спине. Мы просим пациента согнуть ногу, согнуть нижнюю конечность, руками зафиксировать коленный сустав так, и легкими движениями сгибать коленный сустав и на выдохе приводить его, сгибать ближе к туловищу. Длительность такого растяжения может составлять от 8 до 15 секунд. Количество повторений 6-8 повторений за один раз. Потом разгибаем ножку и переходим к противоположной нижней конечности. Обращаю ваше внимание, что эти упражнения, они выполняются для расслабления и растяжения, поэтому напряжение мышц брюшного пресса, обратите внимание на правильное положение головы нашего пациента, то есть она находится на поверхности, то есть мы ее не поднимаем. Это является ключевым залогом успеха в этом упражнении. Собственно, вот эти несколько упражнений приносят значительное облегчение пациентам именно в первом, таком воспалительном, вы помните, остром периоде реабилитации, когда пациент не может совершать каких-то активных действий. И, кстати, одним из типовых таких моментов, ошибочных моментов, на которые стоит обратить внимание, это как раз применение в этом периоде силовых упражнений с напряжением брюшной стенки. И достаточно много пациентов говорят о том, что вот мне заболела спина, и я начал применять там по типу планки, упражнения, связанные с изометрическим напряжением. Это приводит к обострению в этом периоде. Будьте внимательны. Но мы понимаем, что наш пациент сегодня достаточно сильно подкован теоретически, поэтому он силовые упражнения не применял в первом периоде. А когда же их можно применять? А вот как раз во втором периоде. Основная задача второго периода реабилитации, вы помните, это от 4 недель до 12 недель, это стабилизация поясничного отдела. То есть если в первом периоде мы старались растянуть поясничный отдел, давать ему подвигаться, то в этом периоде задача будет стабилизировать его. Для того, чтобы стабилизировать поясничный отдел, первое действие, с которого мы начинать должны нашу тренировку, это научиться принимать правильное или нейтральное положение, стабилизированный поясничный отдел. Что, в общем-то, нужно делать? Очень просто мы можем это сделать путем, сгибая руки и заводя кисти под поверхность поясничного отдела. Мы просим пациента поясничным отделом придавить свои кисти путем напряжения брюшной стенки. Теперь вторым действием мы выводим кисти из-под поясничного отдела и запоминаем, фиксируем положение спины без внешних фиксаторов, то есть в данном случае без рук. Вот такое положение, нейтральное положение, оно должно поддерживаться во всех последующих упражнениях. То есть если вы не научитесь фиксировать вот это положение, нет необходимости, нет смысла переходить дальше. Для чего? Потому что во всех остальных упражнениях оно должно быть именно таким. И начинаем мы с очень-очень простых упражнений. То есть мы просим пациента, сгибая руки, переводить их, сгибаем руку в плечевом суставе, максимально укладывать их на пол. И таким образом мы, чередуя движения, теперь мы переходим к противоположной верхней конечности, выполняем, казалось бы, такое простое движение, как оно связано с поясничным отделом, но мы на самом деле сейчас все время поддерживаем нейтральную позицию. И я, проверяя позицию позвоночника, поясничного отдела, говорю о том, что вот я подтверждаю, что наш пациент сейчас выполняет упражнение правильно. Следующее упражнение. Мы просим пациента согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах, то есть стопами упираемся в пол, но опять же поясничный отдел снова в нейтральной позиции. И выполняем движение
разгибание в коленном суставе, разгибаем ножку в колено, можно с противоположной, и пробуем опустить ногу на поверхность, не касаясь поверхности, и поднимаем вверх. Это упражнение достаточно сложное. Если вы чувствуете во время выполнения этого упражнения боль или дискомфорт, конечно же, оно для вас, может быть, на сегодняшний день будет являться более ранним. Сейчас я немножко позже покажу, какое упражнение можно заменить, как упражнение это можно заменить. Да, то есть мы делаем попеременно. Заменить мы можем это упражнение путем разгибания в коленном суставе, то есть мы разгибаем ножку в коленном суставе и в согнутом положении, да, сгибаем по отношению к туловищу. То есть наша нога не разгибается, а находится в таком согнутом положении. И таким образом, выполняя движение, мы немножко уменьшаем нагрузку на мышцы брюшного пресса и таким образом облегчаем задачу пациента. Если в таком положении боль уже не возникает, вы можете опять вернуться к предыдущему упражнению. Опять же, контролируем положение поясничного отдела, оно находится в правильном положении. И теперь попробуем немножко усложнить движение, когда мы будем включать и верхнюю конечность, и противоположную нижнюю конечность. Прошу. Сгибаем левую руку, то есть поднимаем левую руку и при этом одновременно поднимаем правую ногу. Правую. Ну да, это не для воскресного утра упражнение, но я думаю, что это легко освоить. И теперь мы чередуем. То есть вот таким образом. Угу. И опускаем. Напоминаю, что поясничный отдел находится, вот немножко опустился поясничный, чуть-чуть, да, вот таким образом. Удерживаем поясничный отдел, это залог успеха этого реабилитационного периода. В общем-то, вот тот перечень упражнений, я думаю, для начинающего, скажем, пациента, который испытал боль в спине, для стабилизации поясничного отдела в текущих событиях. Ну как? Непривычно, даже немножко устал. Спасибо, доктор. Вот, казалось бы, знал какие-то упражнения, многим советовал. Учение свет, учиться никогда не поздно. И опять для себя открыл что-то новое, общаясь с нашим товарищем. И вот тут у меня возник вопрос. Очень часто в залах вижу, люди делают вот в момент каких-то болевых ощущений скручивания позвоночниками, вот эти амплитудные движения, диагональные, растягивают спину. Это ошибка или это человек в себе уверен? Вот, что по поводу таких вот скручиваний, резких поворотов, которые люди делают на коврике, якобы для растяжки? Вот, может быть, я чего-то сейчас недопонимаю, хотелось бы ясность получить. Хотел бы сказать, что мы сегодня говорили о реабилитационном уровне занятий. В целом мы можем разделить реабилитационный уровень, оздоровительный уровень и спортивный уровень. И если мы говорим о реабилитации, о первых этапах реабилитации, которые мы запускаем, когда пациент приходит к нам с острой болью, то такие упражнения для скручивания очень часто противопоказаны. Они приводят к обострению. Конечно, когда человек уже выходит из состояния, или в принципе это здоровый пациент, или клиент в данном случае, то, безусловно, все зависит от задач. Если вы ставите перед ним задачи укрепления и так далее. В том-то и дело, что я не ставлю, я со стороны наблюдаю за людьми, и вот человек, как мне кажется, где-то что-то делал, упражнения, приседания или стану, что-то ему показалось, что там потянуло или заклинило, и он начинает сразу такими амплитудными пытаться его расклинить, растянуть. Вот это есть правильно, или это все-таки риски больше, чем пользы может оказать? Вот о чем вопрос. Или посоветовать такому человеку все-таки не делать таких резких движений? Наверное, ответом на этот вопрос будет относительная статистика. Да? То есть в исследованиях показано, какие упражнения движения могут приводить к проблемам в зоне поясничного отдела. Если мы говорим сейчас о поясничном отделе. Скручивание в поясничном отделе, например, помните в постсоветском пространстве упражнение мельницы со скручиванием? Это топ-10 упражнений, которые приводят к повреждению поясничного отдела. Вот я про эту амплитуду и говорил, да. Больше хочу сказать, очень часто мы сталкиваемся с болями в области спины после асимметричных упражнений, например, выпадов на одну ногу. Достаточно много пациентов приходят, особенно когда на утомлении, и мы всегда пытаемся выяснить, а вы выполняли эти упражнения раньше? Элемент незнакомости упражнений. Да, я много выполнял, и тренер мне давал, и все было хорошо. А в этот раз что? Я пришел уставший, достаточно много нагрузки, и я уже на последних упражнениях чувствовал или чувствовала, что что-то идет не так. И, наверное, нужно в этот период или сказать об этом тренеру, что там есть перенапряжение, или самому остановиться.
В общем, все понятно, друзья. Не рискуйте. Если вы во время тренировочного процесса получаете какой-то негатив, звоночек, сигнал в вашу спину, ни в коем случае, как я в принципе говорю, в зале не нужно делать резких движений. Тренажерный зал, вообще железо или все, что с этим связано, не любит резкости. Там все должно быть плавно, продумано, раздумано, как мы говорим, кайфово. То есть избегайте ненужных резких движений. Даже если вы других упражнений не знаете, лучше просто отдохните, это как минимум не навредите, а потом уже проконсультируйтесь со специалистом, выясните причину этого негодования вашей спины и принимайте соответствующие решения, действия, программы, реабилитацию, упражнения. Ты знаешь, вот есть такой нюанс, вот ты все правильно сейчас сказал, я на 100% поддерживаю, но люди часто выбирают другой, делают другой выбор. Естественно, поэтому мы и говорим для них. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, особенно это касается тех, скажем, людей, которые регулярно тренируются длительное время или были там когда-то профессиональными спортсменами. Почему-то, когда возникает боль в какой-то области, ну в данном случае в поясничном отделе, они пытаются усилить нагрузки или как-то, ну, я не знаю, там, закачать что ли и подобное подобным выгнать. И здесь я хотел бы ключевой момент сказать, что да, например, вы все, как занимающиеся, знаете о моменте крепатурных болей. И тут очень важно, чтобы вы словили разницу между крепатурной болью и болью, связанной уже с повреждением. Для начала эта боль кажется одинаковой, но только лишь те, кто уже ее испытал, понимают разницу. И уже приходят, как только возникает. Но при первых случаях все-таки посоветуйтесь с тренером, проконсультируйтесь, как минимум прекратите выполнять ту нагрузку, которую вы выполняли. Иначе это может завершиться уже достаточно тяжелыми обострениями, осложнениями. В общем, друзья, как вы можете видеть на нашем лого, на заставке, no brain, no gain. Без мозгов не будет доли, а не без боли, как говорят раньше. Это не наш девиз. Поэтому мы благодарим еще раз нашего товарища. А не вставайте, профессор. За очень полезную информацию. Мы уверены, она для вас будет очень полезной. И если не поможет, то как минимум предупредит вас от нежелательных последствий, от нежелательных симптомов, от болевых ощущений. И вы просто сможете хорошо тренироваться, получать удовольствие от жизни и с докторами встречаться вот только как мы в плане дружбы, общения, получения новых знаний. Благодарим еще раз, Олег Борисович. Ну и, как всегда, хотелось бы послушать ваши отзывы, ваши комментарии, ваш опыт, как вы справлялись с этими болями. Да, большое спасибо всем тем, кто реагирует, кто дает нам обратную связь и позволяет нам вместе с вами расти, становиться более здоровыми, более счастливыми. Канал Masters of Body прощается с вами. До новых встреч. Ждите наших новых выпусков. Бай-бай. До свидания.